Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже давно работали. Да, решила вот сегодня показать узорчик с такими ниточками. Напомню, вы берете любую пряжу, узорчики универсальные, подходят под любую пряжу. А у меня сегодня будут вот такие ниточки, особенно новички. Смотрите, кто еще не вязал. Называются они Alize Angora Gold Simli. Видите, Simli. Идем дальше. Здесь получается метраж в 100 граммах 500 метров находится. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, как блестит, переливается ниточка. И нам здесь советует производитель, берите крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вязала 3, поэтому я сегодня буду вязать точно так же 3. А вы смотрите по своей пряже, точно так же читайте аннотацию, какую вам рекомендует производитель брать крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте, например, я наберу 4 раппорта, да, 4 × 8 = 32, и одну петельку воздушную дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровненько закончился. Итого 33 воздушные петельки. Ну, а вы набирайте сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, я буду делать 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем, получается, от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше накид. В следующую петельку точно так же провязываем столбик с накидом. И дальше во все последующие петельки, то есть в течение всей цепочки, да, весь ряд у нас будет столбиками с накидом. Так скажем, вспомогательный ряд. Во многих узорчиках я его делаю, чтобы особенно новичкам было понятно. Вот. И аккуратненько сами себя контролируйте. Вот я, например, набрала 33 петельки воздушные, да, значит, у меня должно получиться 33 столбика с накидом. А вы контролируйте себя, сколько у вас больше, меньше петелек. Смотрите, первые 3 петельки подъема, которые мы набрали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже набрала. Давайте до конца ряда самостоятельно встречаемся в конце ряда. Договорились? Давайте. Так, вот мы наш ряд провязали. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы провязываем столбик без накида. Есть. Далее 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. А в столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4-й столбик, смотрите, делаем накид. Нырнули в 4-й столбик. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Накид. Еще раз нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Теперь 3 петельки на крючке. Накид. Делаем 3-й раз. И у нас 4 петельки на крючке. И 4-й раз. И у нас 5 петелек на крючке. Теперь провязываем первые 4 петельки вместе. Остаются 2 петельки на крючке. И 2 последние. Оп. Понятно? И вот у нас сформировался вот такой вот пышный столбик. Далее, смотрите, делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем опять 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й столбик ныряем. Вытягиваем ниточку. Провязываем столбик без накида. Есть. Далее воздушная петелька. И опять возвращаемся сюда же и провязываем еще раз столбик без накида. У нас как бы такая маленькая петелька сформировалась. Угу. Все. И дальше 5 повторений. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. 4-й столбик ныряем и провязываем пышный столбик, состоящий из 4 столбиков с накидом с общей вершиной. 2 столбика, 3 столбика, 4 столбика. И вот 4 столбика получается, 4 петельки провязываем,
Остаются 2 петельки на крючке. Теперь 2 петельки провязываем. Угу. Вот такие вот у нас получаются пышные столбики. Опять 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. 3 столбика пропускаем. Раз, 2, 3. И в 4 провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. Вернулись сюда же. Опять столбик без накида. Угу. Вот. И вот так чередуете. Получается у вас пышный столбик, петелька. Пышный столбик, петелька. Пышный столбик, петелька до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот наш первоначальный ряд готов. Закончили мы ряд столбиком без накида, просто без вот такой петельки. Обычно один столбик без накида. Далее 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот и накид. Сюда же ныряем в этот же столбик без накида и провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбика с накидом. То есть получается вместе с 3 петельками подъема будет вот такие вот 3 столбика. Далее смотрите, 2 воздушные петельки. Раз, 2. Дальше переключаемся вот на верхушку нашего пышного столбика. Беремся за верхушку, провязываем столбик без накида. Есть. Опять 2 воздушные петельки. Раз, 2. И переключаемся вот маленькую. Помните, мы делали такую маленькую арочку, такую капельку, да? Вот, в нее, получается, ныряем и провязываем 6 столбиков с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же. 2 столбик с накидом. Сюда же. 3 столбик с накидом. Сюда же. 4. 5. И 6. То есть вот такой вот веерочек сформировался. А вот это получается как бы 3 столбика, да, наши. Это получается, ну, как пол веерочка. Угу. Все, идем дальше. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2. Переключаемся на верхушку нашего пышного столбика и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И опять переключаемся вот на эту капельку, нашу арочку, которую мы сделали. И в нее точно так же провязываем веерочек, состоящий из 6 столбиков с накидом. Все, то есть ничего сложного. Получается, у вас идет столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек и до конца ряда. Договорились? Давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы наши веерочки практически до конца провязали. Как мы заканчиваем ряд? Получается, после последнего вот этого столбика без накида, да, сделали 2 воздушные петельки и заканчиваем 3 столбиками с накидом. Вот столбик без накида предыдущего ряда, то есть будем делать пол веерочка. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. То есть получается пол веерочка точно так же, как в самом начале ряда. Угу. Вот такая вот у нас начинает вырисовываться красота. Дальше идем. 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. И теперь получается 5 воздушных петелек по узорчику. Раз, 2, 3, 4, 5. Переключаемся. Вот, получается, у нас, помните, столбик без накида, один-одинешник. Мы ныряем в этот столбик, верхушку столбика, провязываем столбик без накида, воздушная петелька и сюда же опять столбик без накида. То есть делаем капельку. Угу. Опять 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. А теперь смотрите внимательно. Вот у нас 6 столбиков веерочка. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так вот, между третьим и четвертым, вот мы сюда ныряем и будем провязывать вот точно такую же шишечку-бубочку. Угу. Итак, провязали 2 петельки. Раз, накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, 2, накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, 3 и точно так же 4. И вот получается из 5 петелек 4 провязываем, так, 2 петельки у нас остаются на крючке, и затем 2 оставшиеся петельки вместе провязываем. Пышный столбик. Опять 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. И переключаемся на наш столбик без накида. Провязываем за столбик, столбик без накида 1, воздушная петелька и сюда же столбик без накида 2. То есть поняли, да? Мы, получается, с вами провязываем самый первый ряд, ну просто с небольшим смещением в шахматном порядке. Видите, пышный столбик, пышный столбик. Угу. Все, и так до конца ряда. То есть вы повторяете первый ряд. В конце ряда я вас встречаю. Давайте.
Так, смотрите, вот наша красота начинает вырисовываться. Как мы заканчиваем ряд? То есть мы опять сделали 5 воздушных петелек, да, которые идут к пышному столбику, но пышного столбика мы не делаем. Мы сделаем только всего лишь столбик с накидом, точно так же, как мы здесь сделали 3 петельки воздушных, имитация столбика. Угу. Итак, 5 воздушных петелек я сделала. А теперь вот в третью петельку подъема предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Угу. Дальше воздушная петелька, поворот, и сюда же в этот же столбик провязываем столбик без накида. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два, и вот мы ныряем в нашу вот эту вот петельку, которую мы сделали, да, арочку, и в нее провязываем опять 6 столбиков с накидом. То есть мы здесь, получается, точно так же повторяем наш второй ряд нашего узорчика, там, где у нас был веерочек. Понятно, да? Так, 3 столбика. Дальше у нас тут 4 столбика, 5 и последний 6. Вот наш веерочек. В данном случае веерочек у нас полностью, видите? Вот он наш веерочек. То есть здесь у нас было пол веерочка, да? Здесь вот полный веерочек. Опять располагает узорчик в шахматном порядке. Все, 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся на верхушку пышного столбика, провязываем столбик без накида. Поняли, да? Вот. То есть ваша задача сейчас полностью повторить второй ряд нашего узорчика. Там, где у нас тут веерочки, столбик без накида. Веерочки, столбик без накида. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы закончили наш ряд столбиком без накида. Получается в 3 петельки подъема предыдущего ряда. Помните, да? Итак, дальше получается у нас идет воздушная петелька, поворот, сюда же в этот же столбик ныряем, провязываем столбик без накида. И теперь 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Смотрите, тут получается опять 6 у нас столбиков. И между третьим и четвертым мы будем делать пышный столбик, состоящий из 4 столбиков с общей верхушкой. Раз, два, 3, 4. Провязали 4 петельки, потом 2 петельки. Все, поняли, да? То есть мы повторяем точь-в-точь, как наш самый первый ряд. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И переключаемся на столбик без накида. Вот у нас здесь столбик без накида. И беремся за верхушку столбика и провязываем столбик без накида. Раз, воздушная петелька, арочку как бы делаем, столбик без накида 2. Все, смотрите. Дальше, получается, будет только повторение. То есть, смотрите, сейчас вы провязываете самый первый ряд. Так, у вас будут вот такие вот шишечки. Обратно возвращаетесь веерочками. Понятно? Следующий третий ряд повторяет тоже первый, только в шахматном порядке. Понятно? То есть шишечки, потом возвращаетесь веерочками. То есть вертикальный раппорт узорчика составляет 4 ряда. Раз, два, 3, 4. Потом повторяйте опять. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. До нужного, получается, размера образца либо изделия. Понятно? Все. Несложно, несложно. 2 ряда. Очень простые, очень легкие. Если что, перематывайте чуть назад. Давайте встретимся через несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что будет очень-очень красиво. Все. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая по итогу получается красота. Пышные столбики немножко выпирают, вот так вот, как бы немножечко рельефный такой узорчик становится. Ну, конечно, он будет двусторонним. Так, вот видите, как я считаю, что здесь как бы столбики вот эти вот пышные, они находятся как бы такие, ну, как бы плоские, да? А здесь они более выпуклые, как вы думаете? Ну, в общем, вяжите, пробуйте, смотрите, какая сторона вам больше понравится, такая сторона, получается, будет у вас лицевой. Да? Вот так вот тянется из этих ниточек узорчик. Вот так вот он тянется. Давайте замерим нашу красоту. Итак, получается, я набирала 33 воздушные петельки. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, ну, допустим, да? То есть в моем случае сегодня это получается, ну, вот, ну, 18,5 сантиметров. Так? И здесь получается один веерочек, это 2 ряда, да? То есть получается, ну, как бы столбик и веерочек, да? Вот так вот посчитаем по столбикам. Раз, два, 3, 4, 5. Это получается у нас 10 рядочков. И наборный это 11. Давайте замерим. Так, это получается 10 сантиметров. Как вам?
Здорово. Можно попробовать из разной пряжи. Если это будет летняя пряжа, это топики, маечки, да. Если демисезонная пряжа, это будут, естественно, что шарфики, да, кофточки, кардиганчики. Если зимняя пряжа, особенно такая толстая, да, если пряжа, то, естественно, будет очень красиво, рельефно выглядеть. Снуды, те же самые кардиганы, да, жилетки и так далее. Вот такая красота. Как вам? Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вы вязали, что у вас получилось, какими ниточками, нам будет интересно. Кто не вязал еще, подкидывайте идейки, да? Обязательно комментируйте видео и не забудьте поставить лайк. Договорились? Итак, кто не подписался на канал, подписывайтесь, потому что впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, самый верхний, темненький, чтобы не пропустить новинки. Также делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Нажимайте на плюсик под видео. Так вы можете сохранять свои плейлисты и называть по-своему, да, плейлисты, сохранять видео, смотреть в удобное для вас время. Ну что ж, всем ровных петелек и встретимся в новых видео. Пока-пока.